Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. А также не забывайте заглядывать в раздел Shorts и в раздел сообщества. Там представлено большое количество различных узорчиков уже в готовом виде. Если вам узорчик понравится, вы нажимаете на ссылочку и переходите к полному видео, как связать тот или иной узорчик. Отдельный привет и слова благодарности хочу передать своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши просмотры, лайки, комментарии, поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. Мы с ними уже работали, даже с таким цветом работали, с такой расцветочкой. И с новым узорчиком. Новички, кто еще не знаком с данными ниточками, знакомьтесь. Называются они Ярнард Бегония. Моточки здесь по 50 грамм. В 50 граммах 169 метров. Здесь, конечно, уже меньше 50 грамм. То есть уже моточек здесь мы вязали. По составу это стопроцентный хлопок. Хлопок здесь мерсеризированный. Идем дальше. Цвет, смотрите, 6309. На камеру передается, как он есть на самом деле. Такой вот интересный фиолетовый или сиреневый. Правильно поправьте меня, если что, как называется цвет. И нам здесь советуют производители, смотрите, брать крючок, написано 3,5 миллиметра. Но я данную пряжу буду вязать крючком номер 2. Я уже вязала ее. Ну, в зависимости от моей плотности вязания, да, от того узорчика, который я хочу связать, я беру крючок номер 2. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть. Летняя, демисезонная, зимняя, неважно. Дело в том, что один и тот же узорчик из разной пряжи может смотреться совсем по-разному. Вы, самое главное, правильно прочитайте инструкцию и правильно подберите крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка, в принципе, читабельная, она еще и разноцветная. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, но обязательно смотрите на схемку. То есть провязали мы с вами элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы в будущем научитесь работать совсем с абсолютно любыми схемками. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика получается равняется 17 петелек. Давайте я наберу 2 раппорта. Это получается 34 воздушные петельки и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Это получается 35 воздушных петелек. Вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам будет необходимо. Угу. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 35 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, новички, давайте с вами сделаем вспомогательный ряд, чтобы вы не запутались в воздушных петельках. Опытные мастера могут приступать сразу к узорчику, а мы с вами сделаем столбики. В столбиках мы точно не запутаемся. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид по порядку. В следующую петельку цепочки также нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Столбик с накидом. И наша с вами задача вот так вот провязать весь наш ряд столбиками с накидом, сами себя контролируем. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть я набрала 35 воздушных петелек, значит у меня получится 35 столбиков с накидом. У вас, конечно, ваше число, больше или меньше, самое главное, чтобы по количеству воздушных петелек. И не забывайте, что первые вот эти вот 3 петельки подъема, которые мы с вами провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Так?
Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встретимся. Ряд несложный, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала петелька подъема, поворот, вернулись сюда же, в верхушку этого же столбика и провязали столбик без накида. Есть. Дальше 1 воздушная петелька, пропускаем следующий столбик, вот в наших столбиках, и в следующий за ним идущий столбик провязываем столбик без накида. 2 петельки, раз. Дальше 4 воздушные петельки, раз, 2, 3, 4. В столбиках пропускаем 3 столбика, раз, 2, 3. В четвертый нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. Ну, вот такая вот арочка получилась. Идем дальше. 5 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5. В столбиках пропускаем 4 столбика. Раз, 2, 3, 4. И в пятый провязали столбик без накида. То есть такая же арочка, только чуть побольше. Дальше 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. Пропускаем 3 столбика. Раз, 2, 3. В четвертый столбик без накида. Еще одна арочка. Опять 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. В столбиках пропускаем 3 столбика. Раз, 2, 3. И в четвертый столбик без накида. Еще одна арочка. Опять 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. 4. Пропускаем 3 столбика. Раз, 2, 3. И в четвертый столбик без накида. То есть мы провязали вот с вами 3, получается, одинаковые арочки. Так, помните, у нас здесь была большая арочка, 3 маленькие, ну, так назовем их. Теперь большая арочка, 5 воздушных петель. Раз, 2, 3, 4, 5. В столбиках пропускаем 4 столбика. Раз, 2, 3, 4. И вот в пятый провязываем столбик без накида. Теперь 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. Делаем опять маленькую арочку. 3 столбика пропускаем. Раз, 2, 3. И в четвертый столбик без накида. И заканчиваем ряд, как и начинали. Одна, получается, воздушная петелька. Один столбик пропустили. И там, где 3 петельки подъема, в третью петельку аккуратненько провязали столбик без накида. На этом наш ряд закончен. Мы с вами провязали его вместе. Угу, несложно. Идем дальше. Итак, для начала делаем воздушную петельку, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Теперь делаем 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. И вот идет наша арочка. Так, мы в эту арочку нырнули столбиком без накида. Есть. Сделали еще одну арочку. А дальше смотрите, у нас идет вот наша большая арочка, которую мы делали с 5 воздушных петелек. Мы в нее, то есть работать будем с ней, в нее провязываем столбики с накидом. Считаем. Столбик с накидом 1. Сюда же столбик с накидом 2. Сюда же столбик с накидом 3. И сюда же столбик с накидом 4. Воздушную петельку. И опять возвращаемся сюда же и провязываем точно так же еще 4 столбика с накидом. Столбик с накидом 1. Сюда же столбик с накидом 2. Сюда же столбик с накидом 3. И сюда же столбик с накидом 4. Вот такой вот веерочек интересный у нас получился. Дальше. Следующая идет арочка маленькая. Мы в нее провязываем сразу же столбик без накида. Теперь 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. Перепрыгиваем в следующую арочку. Вот. И провязываем столбик без накида. Еще раз 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. Перепрыгиваем в следующую арочку. Делаем еще один столбик без накида. Вот что у нас по итогу получается. Дальше у нас идет большая арочка. Вот, из 5 воздушных петелек. Мы в нее будем провязывать точно такой же веерочек. Итак, давайте вместе. Нырнули в арочку и провязываем столбик с накидом 1, считаем.
сюда же столбик с накидом 2, сюда же столбик с накидом 3, сюда же столбик с накидом 4. А вот теперь делаем одну воздушную петельку и опять в арочку провязываем еще 4 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3 и сюда же 4. Вот, сформировался наш еще один веерочек. И этот веерочек присоединяем вот к следующей арочке сразу же столбиком без накида. Заканчиваем мы наш ряд 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И вот там, где, помните, мы делали воздушную петельку и столбик без накида. Вот сюда присоединяемся столбиком без накида. Все, наш ряд закончен. Мы с вами вместе провязали полностью ряд. Идем дальше. Итак, для начала воздушная петелька, поворот. И сюда же провязываем столбик без накида. Есть. Теперь смотрите. Воздушная петелька одна. И вот в эту арочку, самую первую, мы провязываем столбик без накида. Теперь смотрите внимательно. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Теперь работаем вот наши 4 столбика с накидом, первые до воздушной петельки. Смотрите, что делаем. Накид. Беремся за верхушку первого столбика, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, держим на крючке, не провязываем. Дальше накид. Следующий столбик, второй, точно так же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Накид в следующую, в третью, точно так же, стоп. И в четвертый столбик точно так же, стоп. Теперь наша с вами задача провязать все вместе до 2 петелек и потом 2 петельки зафиксировали. Оп. Получается, что мы провязали 4 столбика с накидом с общей верхушкой. Теперь делаем накид. И там, помните, мы делали одну воздушную петельку, так, между столбиками. Работаем с этой арочкой. Сюда провязываем 4 столбика с накидом. Раз. Сюда же в арочку. 2. Сюда же в арочку. 3. И сюда же в арочку 4. То есть такая вот маленький такой веерочек получается. Следующие 4 наши столбика с накидом будем провязывать точно так же с общей верхушкой. Итак, накид. Первый столбик. 2 петельки. Стоп. Накид. Второй столбик. 2 петельки. Стоп. Накид. Третий столбик. Точно так же 2 петельки. Стоп. И четвертый. Теперь провязываем, получается, наши 4 столбика, а затем фиксируем вот так вот 2 петельки. Все. Вот такая картина у нас получается. Не сложно? Не сложно. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Вот, переключаемся. Вот наши 2 арочки. В первую арочку столбик без накида. Теперь будьте внимательны. Делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И в следующую арочку переключаемся столбиком без накида. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И вот с нашими столбиками будем провязывать, будем делать так же, как мы сделали и здесь. То есть вначале 4 столбика с общей верхушкой, потом веерочек, 4 столбика с общей верхушкой. Самостоятельно здесь справитесь? Давайте самостоятельно попробуйте провяжите данный веерочек, и я вас встречу. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, у вас также получилось. То есть мы провязали наш веерочек, как и первый. Столбики, веерочек, столбики, да, с общей верхушкой. Столбики, веерочек, столбики с общей верхушкой. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. В арочку провязываем столбик без накида и заканчиваем ряд. 1 воздушная петелька. И вот наш столбик без накида, мы в него провязываем тоже столбик без накида. Все, на этом наш ряд закончен. Дальше, смотрите, делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И наша с вами задача вот эту маленькую арочку из одной воздушной петельки, так, мы будем провязывать 4 столбика с накидом. Так, давайте. Раз столбик с накидом. Сюда же 2 столбик с накидом. Сюда же 3 столбик с накидом. И сюда же 4 столбик с накидом.
Дальше. Следующая арочка из 3 воздушных петелек в предыдущем ряду. К ней присоединяемся столбиком без накида. Дальше, смотрите, делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И работаем вот с нашим веерочком. Здесь, вы помните, провязывали 4 столбика. Так вот, беремся за первый столбик, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, держим на крючке, накид. Второй столбик точно так же. 2 петельки провязали и стоп, накид. Третий столбик точно так же. И четвертый столбик точно так же. Теперь провязываем все петельки вместе до 2 петелек и 2 петельки зафиксировали. Вот что у нас по итогу получилось. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И присоединяемся вот там, где у нас была арочка из 3 воздушных петелек, столбиком без накида. Вот такая картина у нас с вами получается. Дальше мы переключаемся вот на нашу арочку центральную из 5 воздушных петелек, помните, да? И мы здесь будем провязывать точно такой же веерочек, состоящий из 4 столбиков, воздушные петельки 4 столбиков, столбики с накидом. Итак, давайте. Столбик с накидом 1, сюда же столбик с накидом 2, столбик с накидом 3, столбик с накидом 4, воздушная петелька. Вернулись сюда же, опять провязываем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, столбик с накидом 3 и столбик с накидом 4. Сейчас, секундочку, сделаю его красивым. 4. Не хочет. Так. Вот, опять наш веерочек. Точно такой же, который мы провязывали вот в нашем первом ряду, ну, как бы во втором ряду нашего узорчика. Идем дальше. Присоединяемся там, где 3 воздушные петельки, арочка была. Присоединяемся столбиком без накида. Теперь опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И там, где наш был веерочек из 4 столбиков, провязываем 4 столбика с общей верхушкой. 1, 2, 3, 4. И теперь все 4 столбика вместе и 2 петельки зафиксировали. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Переключаемся вот на воздушные петельки. Провязываем сюда столбик без накида. И теперь наша с вами задача, вот помните, мы сделали арочку из 1 воздушной петельки. Провязываем сюда 4 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4. А там, где у нас был столбик без накида, самый последний, да, в него провязываем столбик с накидом, получается как 5, да, и на этом ряд наш заканчивается. То есть на конец ряда и начало ряда это половинка веерочка. Вот он, видите, веерочек, это половинка. Надеюсь, у вас также получается. Идем дальше. Итак, теперь для начала делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И сюда же верхушку этого же столбика провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь вот наши 4 столбика. Будем провязывать их с общей верхушкой, как мы уже провязывали. 1. Держим на крючке. 2. Держим на крючке. 3. И 4. Теперь провязали все вместе и зафиксировали. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся в арочку. Вот. Провязываем столбик без накида. Теперь 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арочку переключились. Столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот мы провязываем, получается, наши 4 столбика с общей верхушкой. 1, 2, 3, 4. Провязали вместе и зафиксировали. Теперь там, где у нас арочка, мы провязываем веерочек. 4 столбика с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3,
и сюда же 4. Следующие 4 столбика опять провязываем с общей верхушкой. Раз, два, три и 4. Провязали, зафиксировали. Угу. Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В арочку столбик без накида. Дальше 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И в следующую арочку столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И точно так же 4 наших столбика провязываем с общей верхушкой. Раз, два, три, 4. Провязали и зафиксировали. И вот там, где у нас были 3 петельки подъема, вот 3 петельки, да, в третью петельку мы провязываем всего лишь только 2 столбика с накидом, ну, как бы половинка веерочка, да, веерочек у нас было 4 столбиков, а здесь мы провяжем всего лишь только 2. Вот, столбик с накидом. Все, очередной ряд наш готов. Идем дальше. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Там, где получается наш второй столбик, мы беремся за него и провязываем просто столбик с накидом. Так. Дальше 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Переключаемся на нашу арочку. Вот из 3 воздушных петелек. Есть. А теперь переключаемся на нашу большую арочку. Вот она. И провязываем точно такой же веерочек, который мы с вами провязывали. Вот 4 столбика, воздушная петелька, 4 столбика. Раз, два, три, 4. Воздушная петелька. Вернулись сюда же и провязываем еще 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. Очередной наш веерочек. То есть как в самом начале, вот в нашем первом ряду. Но здесь как бы с небольшими изменениями. Присоединяемся опять в арочку, где 3 воздушные петельки, столбиком без накида. Теперь 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И вот наш центральный веерочек из 4 столбиков мы провязываем, получается, точно так же 4 столбика с общей верхушкой. Раз, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4. Ну как, не сюда же, а по порядку, да? Все наши столбики провязали, зафиксировали. Угу. Дальше 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Переключаемся в маленькую арочку. Так, а затем в большую арочку провязываем точно такой же вот наш веерочек. 4 столбика с накидом, воздушная петелька, 4 столбика. Давайте опять самостоятельно провяжите здесь, и в конце ряда я вас встречу. Угу. Давайте, у вас получится. Так, посмотрите, вот тихонечко начинает вырисовываться наша красота. Когда мы провязали 4 столбика последних с накидом, мы переключаемся в арочку и провязываем столбик без накида. Есть. Теперь получается, наша с вами задача провязать еще раз 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И вот мы переключаемся. Здесь у нас получается от веерочка остались только 2 столбика, да? Значит, будем провязывать только 2 столбика. Первый столбик. Дальше накид. Там, где 3 петельки подъема, будет второй столбик. Провязываем 2 столбика вместе и зафиксировали. Дальше воздушная петелька, поворот. Сюда же столбик без накида. Есть. 1 воздушная петелька, в арочку столбик без накида. 3 воздушные петельки. И опять провязываем 4 столбика с общей верхушкой, веерочек, 4 столбика с общей верхушкой. То есть, если внимательно посмотрите, так, то получается у нас узорчик состоит из 2 рядов. В начале большой веерочек, назовем его так, затем маленький над ним. Смещаемся в шахматном порядке. Большой веерочек, над ним маленький. Поняли, да?
Там, где большой веерочек, мы провязываем вот эту вот верхушечку. Опять сместились в шахматном порядке. Большой веерочек, здесь будет у нас маленький. Ну, то есть как бы и так вот схематично, если назвать. Так? То есть сам по себе узорчик 2 ряда. И вы провязываете 2 ряда, сместились 2 ряда, сместились 2 ряда. Вертикальный раппорт узорчика получается будет 4. Поняли, да? Большой, маленький, большой, маленький. И повторяйте опять с первого ряда. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И так увеличивайте образец на столько рядочков, сколько вам необходимо. Все, схемка перед вами. Давайте увеличим образец. Посмотрим, что в итоге получится. Должна получиться какая-то интересная красота. Угу. Все, встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Вот так вот на контрасте с белым более четко видно, да, вот такие вот интересные, возможно, листики, да, как вот их правильно назвать. Что у нас получается? Можно перевернуть их, они могут смотреть вниз, они могут смотреть наверх, на ваше усмотрение. Вот такая красота получается. Вроде как бы и не сложно, вроде как бы и оригинально, да, в копилочку ваших узорчиков. Из моей пряжи вот так вот, ну вообще практически не тянется, вот так тоже чуть-чуть совсем тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. Обязательно свяжите образец, какая у вас будет пряжа. Летняя, демисезонная, зимняя. Обязательно своей рукой, своей плотностью вязания. Естественно, своим крючком пробуйте, вяжите, экспериментируйте, так скажем, с разными видами пряжи. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Получается, если я набирала 35 воздушных петелек, так, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания у меня это будет вот в районе 13 сантиметров. И здесь получается у нас раз, два, дальше идут 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и первый наборный ряд 12. Вот, например, вот так вот возьмем, замерим. Это у нас, ну, вот 10 с хвостиком, 10,4 сантиметра. То есть, ну, узорчик как бы растет, ну, может быть, не быстро растет из толстой пряжи, да, и из большого крючка, конечно, может расти быстрее. Ну, вот по итогу такая красота. Как вам? Узорчик получается двусторонний, выбираете любую, получается, сторону, она у вас будет лицевой. Угу. Но опять же, из моей пряжи, например, что может быть? Это могут быть топики, это могут быть маечки, это могут быть летние какие-то накидочки, кофточки, возможно, это парео пляжное и так далее. Возможно, просто какие-то вставочки, например, на спинке, да, потому что как бы узорчик такой сильно дырявчатый. А если это будет демисезонная пряжа, зимняя пряжа, точно так же. Это могут быть палантины, шарфики, это могут быть жилетки, то есть на ваше усмотрение. Схема как бы не новая, да, схема старая, поэтому, возможно, вы уже что-то вязали данным узорчиком. Если вязали, рассказывайте, нам будет интересно. Но если не вязали, подбрасывайте идейки, нам тоже будет интересно. Будем читать и вдохновляться, да. Вот такая красота. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению канала. Заранее спасибо вам большое. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.